Всем привет! Harduse тестирование китайского ножа Enlan и L02. Нож абсолютно новый, заточка заводская, легко режет паракорд. И вот эту проверку с паракордом я теперь буду делать всегда в начале и в конце этого тестирования, чтобы посмотреть, сохранил ли нож хоть минимальную режущую способность. Начинаем, как всегда, с тестирования режущей кромки. Кабель. Кабель не вызывает ни малейших затруднений. Тут без проблем. Теперь баночка. Сегодня это у нас будут персики. Персики я люблю больше всего. В работе очень легко все происходит, очень легко он отрезает дно этой банки. Клинок прекрасно контролируется в этой работе. Пару раз поработав стамесочной заточкой, я теперь это очень ценю. На режущей кромке может быть микро скольчики какие-то, но вы их 100% сейчас не увидите. Можно сказать, никаких повреждений. Дальше строгаем алюминий. Очень неохотно клиночек режет, выскакивает постоянно, но тем не менее, опять же, повреждений никаких. Вот можно видеть, какую стружку он снимает, в принципе, без проблем. Тестирование режущей кромки прошло нормально. Единственное, что я здесь сейчас вижу, так как я в принципе смотрел только на режущую кромку, сейчас я вижу, что самый кончик у клинка отломался. Вот буквально самая вот его острая часть, она отломалась, видимо, во время открытия банки. Теперь проверка замка, удары обуха. Сложился. Интересно. Да, видимо, произошла какая-то деформация. И теперь он складывается. Первый удар выдержал. Следующие уже нет. Несмотря на то, что это аксис. Сейчас я секунду попытаюсь подтянуть осевой винт. Может быть, здесь появился люфт. Хотя я не думаю, что люфт как-то увеличился от изначального его состояния. Этот инструмент не совсем сюда подходит. Ну, поэтому у нас из 5 ударов один выдержал, остальные сложился. Теперь удары вот этой частью.
Мне кажется, он складывается и раскладывается. Я даже не успеваю это словить, этот момент. Ну, с замком понятно. Дальше тестирование прочности кончика. Жесть 0,8 мм. Нет, я забегаю наперед. Как же без ковыряния деревяхи нам не обойтись. Ну, как-то он очень глубоко встреет, но не выдирает эту древесину как следует. Ну, отверстие уже есть. Можно видеть клиночек там внутри. Поковыряем еще немножко отсюда. О, ну теперь нормальное отверстие, которое меня устраивает. Вот. Отлично. Смотрим на кончик. Ну, кроме вот этого самого острого острия, все осталось как и раньше. Все в порядке. Дальше уже по праву жесть 0,8 мм. Пять ударов, очень мощные вот эти вот 5. Кончик получил несколько замятий вот здесь, но цел. Дальше 1-миллиметровая жесть. Ух, один удар чуть не улетел в бетон.
Вот здесь вот. И вот эти вот 4 ударчика хорошей кучностью можно рассмотреть. Да, не пробивает как тантоиды, но свое дело делает. Посмотрим на кончик. Еще несколько дополнительных замятий, но он цел. Ну что ж, в этот раз, мне кажется, вполне можно попробовать 1-миллиметровую нержавейку. Вот это уже серьезный тест. Единственное, что бить я по ней не буду с размаху, так как удары приходятся под углом, естественно, а эта штука, она реально твердая. Поэтому я просто буду забивать туда нож молотком. Дырочка есть. Вот таких вот, мне кажется, одной хватит. Потому что, ну, это реально твердая вещь, это убийство ножа уже. Можно видеть, что кончик погнулся в данном случае. И, ну, так, на прочность конструкции можно немножко порубить. Ну, нормально рубит, прорубил здесь. Хотя, мне кажется, после всех тестов, которые здесь я провожу, это самый такой детский. Ну и в заключение батонинг. Еще разик. Ну, я думаю, видно. Как он просто прорубал и откалывал эти огромные куски. Ну все, вот он ножичек. И как я обещал, проверка реза паракорда. На дереве он его не режет. Осталось проверить вот так вот на весу. Ну так вот при усилии разрезает. В принципе, можно сказать, что нормальную рабочую режущую способность он сохранил. В крайнем случае такого хватит с головой. Ну а теперь только рассмотрим все в макросъемке. Давайте посмотрим на него в макро. Можно видеть, что режущая кромочка так замялась по всей длине, затупилась равномерно. Но никаких катастроф я не вижу. Я не вижу больших отколотых участков. Кончик погнулся, это да. Но такой проверки не проходил еще ни один нож. Единственное, что неприятно подвело, это замок, который складывался. Естественно, мы видели, что даже когда я долбил молотком по навершию, этот замок держал.
И поэтому можно сказать, что такие вот прямые удары обухом — это, конечно, экстрим, но тем не менее нужно признать, что он их не держит. Хотя первый он выдержал. И это уже много значит. Я считаю, что этот нож очень хорошо прошел это тестирование. Естественно, потом я подобью, выставлю для себя какие-то оценки в отдельных конкретных категориях. Но если говорить в общем, по первым впечатлениям, отлично. Поработать над замком, конечно, довольно тревожный звоночек, но вот выдержал, остался одним целым, не разболтался, не раскрошился, не умер. То есть отличный результат для 15-долларового ножа. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока, бай-бай.